Привет, армии и поклонники K-pop по всему миру! Добро пожаловать на канал BTS K-pop. Лучшее место для тех из вас, кто хочет оставаться в курсе событий в мире BTS и всего интересного о K-pop. Здесь мы обсудим все о BTS, от последних новостей, эксклюзивных моментов, живых выступлений, анализа песен до закулисных историй, которые вы, возможно, раньше не слышали. Канал BTS K-pop – это не просто канал, это сообщество, но и место, где армии могут делиться, вспоминать и праздновать каждый момент с BTS и миром K-pop, который мы любим. Так что не забудьте подписаться, включить уведомления и приготовиться к контенту, полному любви, музыки и страсти от канала BTS K-pop. В этот день, в сегодняшнем дне, есть что-то волшебное. Не из-за большого объявления и не из-за камбэка, а потому, что наконец-то появились два имени, которых всегда ждали миллионы сердец. Не на одном экране, как раньше, а в двух разных пространствах, в двух почти одновременных временах, но испытывая одно и то же чувство – тоску, которая исцеляется. Ким Тэхён и Чон Чингук, два участника BTS, известные своей близостью, естественной химией и глубокой связью, наконец-то поприветствовали поклонников в прямом эфире. Хотя физически они не были вместе, казалось, что невидимая нить соединяла два экрана. Фанаты, которых ласково называли арми, прекрасно понимали, что происходящее сегодня не случайно. Тэхён начал трансляцию в тихой комнате. В теплом свете и на простом фоне он сидел непринужденно, одетый в кремовую рубашку с длинными рукавами. Никаких украшений или ярких безделушек. Он был сосредоточен на одном – приветствовать армию. Его мягкий голос с самого начала успокаивал. Он начал: «Привет. Давно не виделись. Я скучал по вам». Он спокойно рассказал о своей жизни в последнее время. О музыке, которую он слушал, книгах, которые читал, и о своей собаке, Янтане, которая в последнее время становилась все более прилипчивой. Тэхён мало говорил о рабочих проектах, но взгляд в его глазах показывал, что у него много всего на уме. Но самым трогательным было то, что он внезапно упомянул имя Чингука. «Я тоже видел кое-кого сегодня в прямом эфире, ну вы знаете кого, да», — сказал он с легкой улыбкой. Арми тут же заполонили раздел комментариев именем Чингук. Тэхён лишь усмехнулся и продолжил: «Я рад, что он выглядит здоровым и счастливым. Хотя мы сейчас в разных местах, я уверен, что он тоже смеется над вашими комментариями». Затем Тэхён сыграл на гитаре и спел отрывок из старой песни, которую они когда-то пели вместе, «Nothing Like Us» Джастина Бибера. Было мало слов, только звуки и чувства, струящиеся сквозь гул. Почти одновременно, в другом месте, Чингук начал свою прямую трансляцию. На этот раз атмосфера была иной. В комнате было немного светлее, с маленькими колонками и кофе на столе. Чингук, в сером худи и со слегка растрепанными волосами, начал в своем фирменном стиле: «Анёнг. Давно не виделись, да». Трансляция была более интерактивной. Он читал комментарии один за другим, отвечая улыбками и смехом. Он даже немного пританцовывал под песню, игравшую на фоне. Но был один момент, который заставил атмосферу немного смениться. Когда кто-то написал «Ты тоже в прямом эфире», Чингук сделал паузу, а затем сказал: «Серьезно? Я понятия не имел». И тут на его лице появилась широкая улыбка. «Ого, как будто у нас радар, да». Он не стал открывать прямой эфир Тэхёна, а вместо этого начал говорить более мягким тоном. «Знаешь, мы с Тэхён Хёном давно знакомы. Иногда нам не нужно говорить напрямую, чтобы понять друг друга. Как сегодня. Может быть, нам обоим захотелось поздороваться. Почти одновременно». Затем Чингук взял электрогитару и начал играть медленный риф, мелодию, звучавшую как безмолвный зов. Он не назвал название песни, но те, кто
кто следил за их песнями, знали, что это отрывок из «Blue Ampersand Grey», одной из трогательных песен, написанных Тэхёном в соавторстве. Этот день сделало таким запоминающимся не только то, что они были в прямом эфире, но и то, как тонко, но глубоко они делились своими чувствами. Несмотря на отсутствие прямого взаимодействия, две трансляции, казалось, дополняли друг друга. Тэхён с его спокойствием и глубокими эмоциями, Чингук с его жизнерадостностью и теплым духом. Арми со всего мира заполонили обе трансляции комментариями. Многие открыли два экрана одновременно, чтобы просто посмотреть на них вместе. Другой написал, как ночное небо и утреннее небо, разные, но одинаково красивые. Для многих поклонников этот день стал напоминанием о том, что, хотя BTS не всегда могут появляться вместе на одном экране, их связь никогда по-настоящему не разделяется. И когда две фигуры, такие как Тэхён и Чингук, появляются почти в одно и то же время, даже в разных местах, мир, кажется, восстанавливает равновесие. После окончания трансляции Арми в социальных сетях делились скриншотами, видеоклипами и самыми трогательными цитатами из двух трансляций. Такие хэштеги, как решетка Тикук Лайф, решетка Тарнкук и решетка Тахярцани Бонд, стали мировыми трендами. Не было никакого официального заявления от агентства, никаких объяснений, почему они вышли в эфир в одно и то же время. Но, возможно, именно поэтому все это казалось еще более искренним. Спонтанный момент, полный искренности, который служит напоминанием о дружбе и любви, которые не всегда нужно объяснять. Потому что, в конце концов, любовь не всегда должна принимать большие формы. Иногда она приходит в форме двух простых жизней, двух разных голосов, но одного сердца, которое одинаково. Сегодня Тэхён и Чингук в очередной раз доказали, что близость не зависит от расстояния. Что когда две души понимают друг друга, они могут говорить без слов, могут приветствовать друг друга, не встречаясь. И для миллионов Арми, которые смотрели, это был самый драгоценный подарок. Увидеть две звезды, сияющие на разных небесах, но все же освещающие их одни и те же сердца. И как ночное небо и утро, как песни и тексты, как Тэхён и Чингук. Они могут не всегда быть рядом, но они никогда не разлучаются.